Илья, во-первых, поздравляю вас с этой сложной, но все-таки взятой вами игрой. А что пошло не так на первой карте? Все пошло не так. Не знаю, сложно объяснить. Противник очень хорошо подготовился, и было очень тяжело играть. Да, Вова? Да, Вова подтверждает. Было очень тяжело играть. Они выбрали... Это было очень тяжело, Ром. Они выбрали очень эффективную стратегию, которая подходит, которая хороша против нашего плейстайла и против нашей стратегии. И было очень тяжело играть все, на самом деле, игры, кроме второй. Поэтому, я не знаю, что еще сказать. Но вот мы еще все наблюдали вот это прекрасное похищение Аегиса, и зал при этом взорвался. Просто я никогда в жизни такого не видела. Каково было изнутри? Вы чувствовали вот этот саппорт? Вы слышали что-то, когда люди кричали? Конечно, все слышно. Там не такая уж хорошая шумоизоляция, поэтому слышно абсолютно все крики и тому подобное. А что помешало так быстро и легко взять вторую? Ничего, мы немножко, как быстро и легко, мы там проигрывали и просто перевернули один замес на Рошане. И дальше у нас стратегия на сноуболище. Наша стратегия заключается в том, что ты играешь, у тебя средний темп игры, и ты медленно, наверное, побеждаешь. Но если тебя начинают убивать по линиям очень сильно и наращивать свое преимущество, тебе потом очень тяжело камбэкнуться. Во второй игре у нас был Магнус, с которым очень легко камбэкнуться, поэтому мы довольно просто выиграли замес и потом игру. Ну и в итоге под конец были очень сложные драки. Почему так происходило? В третьей? Во второй мы там легко выиграли, а в третьей, чувствуется ощущение того, что ты не сидишь дома за компьютером или в практисе, где только 5 человек, и ты сидишь и шутишь, а чувствуется эта сцена, важность игры, и ты начинаешь теряться, вот у тебя что-то не идет. После первой игры, допустим, не знаю, как ребят, но меня очень сильно выбило из колеи, то, что вроде мой сигнатурный герой, Визаж, что у меня должно было получиться, я всем говорю, возьмите, мы выиграем, но в итоге облажался и вообще сделал 0 импакта за игру. Соответственно, во второй и в третьей игре я тоже считаю, что я не очень много импакта сделал, но не суть. Очень волнительные игры, на самом деле. Ты выходишь на сцену, и у тебя вылетают все мысли из головы, и очень тяжело как-то сконцентрироваться, вспомнить, чем ты играл, чем ты сильный. Начинаются какие-то заблуждения, допустим. Мы очень хорошо играем с Урсой, но вот после первой игры мы уже начинаем думать, а Урса не так хороша. Но дальше идет стадия пика, и ты видишь, что Урса все-таки хорошо заезжает, а почему бы и нет? Почему должна отказываться от героя? Ты берешь во второй игре. Допустим, после второй игры мы вышли на улицу и обсуждали, что в третьей игре мы точно Урсу брать не будем, потому что она создает некую слабость на вайнинге. Но в итоге противник взял Омник, Эмбер и еще кого-то, и получается, что не взять Урсу надо быть совсем глупеньким, поэтому вот так вот. Очень тяжело эмоционально, на самом деле. Что ты можешь сказать про Вовку? Как он сегодня был хорош? Вова выиграл мне игру, выиграл нам игру, Вова засолил. И Рома, они, хорошо, что именно эти коры у меня в команде, и да, они выиграли игру. Ты знаешь, я разговаривала вот с Ваней совсем недавно, и мы обсуждали, что сетка-то хорошая, сеткой мы довольны. И сегодня вот такой непредсказуемый был четвертьфинал. Что ждать дальше? О чем ты думаешь вот в предстоящем полуфинале? Не знаю, мне кажется, мы сейчас сядем вместе, пообщаемся. Опять же, мы пережили это. Обычно как случается? Ты приезжаешь на турнир, иногда его проигрываешь, чаще всего. И это сингл, чаще всего, опять же, сингл. И у тебя, ты проиграл игру, и после игры делаешь какие-то выводы. Но после того, как ты сделал выводы, ты в следующий раз, когда ты сможешь использовать это в практике через несколько месяцев на другом турнире. А здесь, мы сделали очень много выводов и во время игры, но выиграли серию, поэтому можем применить это на завтра. Но на самом деле мы ехали и обсуждали, что так получилось, что почему-то сегодня они играли гораздо лучше, чем вчера, Вичи Гейминг, и гораздо лучше, чем в групповой стадии. И по идее завтра IG, и это будет попроще, потому что у них очень все просто, банально, плюс нет такого хаоса. Допустим, эта команда супер хаос. То есть их действия, нет никакой логики и закономерности, они просто делают что-то. И ты не понимаешь, мы сидели и обсуждали, что, ребята, я не знаю, где они. Вообще ничего не происходит на карте. То есть ты не понимаешь, что они делают. В зале было все то же самое, тоже все были в полном шоке. Хорошо, мы еще раз поздравляем тебя и всю команду, и ждем, что завтра все будет так, как ты и сказал, все будет легко, просто, мы гладенько пройдем в финал. Что сейчас больше всего тебе хочется?
Отдохнуть, наверное, пообщаться с ребятами по поводу игр, подумать, что делать завтра. Ну, отдохнуть банально. Я очень истощаюсь морально, и, ну, в общем, это было очень тяжело, ну, по крайней мере, для меня. Я такой человек, что ну, в общем, сложно это объяснить, но после первой игры я прям очень сильно паник, и, ну, я потерялся. Спасибо, ребят, большое всем, кто в зале, все, кто за нас болеет. Это, правда, очень непередаваемые ощущения, когда ты сидишь, и весь зал кричит «Virtus.pro», и такого не было никогда. Допустим, ну, я ездил очень на многие турниры, но нигде не поддерживали, ну, там даже не было 10 человек, которые кричали «Virtus.pro», а здесь просто целый зал. Большое спасибо вам. Это, правда, очень, как бы, мотивирует. То есть ты чувствуешь поддержку. Спасибо большое.